Многие даже не догадываются, что такой торт можно приготовить прямо на сковороде, без масла, без долгой выпечки, а результат вас приятно удивит. Мягкие творожные коржи, нежный крем и минимум продуктов. Посмотрите, какой аппетитный разрез. Всем ассаляму алейкум, давайте готовить вместе. Беру 400 граммов творога и выкладываю его в миску. Добавляю 2 яйца, 100 граммов сахара. Торт получается в меру сладким, не приторным. Если любите десерты послаще, просто добавьте еще немного сахара по своему вкусу. Теперь пробиваю все блендером до однородности. Если блендера нет, просто протрите творог через сито. Тогда тесто получится таким же нежным. Добавляю немного муки и перемешиваю. Пока вы смотрите это видео, напишите в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Чуть не забыла. Еще щепотку соли и 1 чайная ложка разрыхлителя. Все хорошо перемешиваю и постепенно подсыпаю оставшуюся муку. И замешиваю мягкое и эластичное тесто. У меня ушло 300 граммов муки, но ориентируйтесь на свой творог. Если он сухой, муки может понадобиться меньше. И старайтесь не запивать тесто мукой. Оно должно оставаться мягким, тогда и коржи будут нежными. Вот такое мягкое тесто у меня получилось. Готовое тесто перекладываю на стол, присыпанный мукой. Делю тесто на 2 части и формирую из них колбаски. Теперь делю тесто на маленькие части. У меня получилось 7 штук. Далее формирую шарики. Теперь каждый шарик раскатываю. У меня сковорода диаметром 26 сантиметров. После раскатки обрезаю корж обычной крышкой диаметром 22 сантиметра. Так все коржи получаются ровными и одинаковыми. Вот так просто это сделать. Теперь выпекаю на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Готовые коржи складываю на тарелку и продолжаю выпекать остальные. Из обрезков у меня получилось еще 3 коржа. Один из них оставляю для посыпки. Коржи очень мягкие, нежные и очень вкусные. Его можно есть даже просто так. Один корж измельчаю в блендере. Крошка получилась не совсем сухой, поэтому хочу дополнительно ее подсушить на сухой сковороде, постоянно помешивая. Так крошка становится ароматной, хрустящей и очень вкусной. Теперь приготовим крем. Я взяла 600 граммов сметаны и заранее откинула ее на марлю. Лишняя сыворотка стекла, и крем получился немного гуще. Далее добавляю примерно 150 или 200 граммов сгущенного молока. Хорошенько перемешиваем до однородности. Лучше, конечно, делать это венчиком, так будет быстрее. Теперь собираем торт.
На каждый корж кладу примерно по 1,5 или 2 столовые ложки крема и равномерно распределяю. Не забываем хорошо промазать бока. Для украшения сверху посыпаю его кокосовой стружкой. Это делается все по желанию. Конечно, можно полностью украсить только крошкой. Тоже получится очень красиво. А вот бока обсыпаю крошкой. И еще делаю такой ободок вокруг торта. Теперь отправляем торт в холодильник минимум на 2 часа. У меня, к сожалению, столько времени не было, поэтому уже через час разрезаю его. Несмотря на то, что здесь совсем нет масла, торт получился очень нежным, легким и совсем не тяжелым. Творожные коржи в сочетании со сметанным кремом просто тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить, уверена, вам понравится. Посмотрите, какой аппетитный получился разрез. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уют и аромат свежей домашней выпечки. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких, берегите себя. До новых вкусных рецептов. Мира вам, добра и всего самого хорошего. Ассаляму алейкум.